Привет всем! Сегодня будем делать свежевыжатый сок на соковыжималке Moulinex. Сок будет у нас яблочно-апельсиновый. Посмотрим, как она работает, как она устроена. Расскажу немножко про минусы, которые я встретила в процессе использования. Ну и какие-то преимущества посмотрим. Итак, соковыжималка Moulinex. Выглядит она достаточно громоздко. И в этом ее основной минус, потому что неудобно хранить ее, неудобно вот эти все контейнеры мыть. Вообще, почему я выбрала именно такую модель? Потому что мне понравилось вот это большое отверстие, что не нужно здесь резать мелко-мелко все ингредиенты. То есть сюда даже входят целые яблоки, груши. Так и написано в инструкции. Мы в процессе видео посмотрим, как она справляется с целыми яблоками. Но мыть, конечно, это все очень сложно. Значит, то, что закрасились элементы какие-то, видите, от моркови, то есть пластик закрасился, это вполне естественно. Понятно, что если пластик присутствует, он закрасится. Итак, перед началом использования мы проверяем, устанавливаем терку. Надо дождаться, чтобы она прочно там уселась, уместилась. Так, значит, подставляем. Мне еще понравился очень вот этот контейнер, больше, чем на литр. То есть здесь, потому что многие маленькие соковыжималки, в них влазит там небольшое количество сока. Я хотела, чтобы сока было много, чтобы она была производительная. По факту оказалось, что непрерывная работа на то, чтобы наполнить этот контейнер, я морковь выжимала, и с нее пошел из нее какой-то дым пошел, она отключилась, в общем, и потом, она потом заработала через какое-то время, но меня это напугало, я думала, она вообще загорится. То есть потом уже посмотрела в инструкции, там рекомендуют непрерывно использовать не более 2 минут. Поэтому ее такие большие размеры, возможно, даже и не сильно оправданы. Все равно она не настолько производительная, как были, я помню, еще в советское время, у моих бабушек, дедушек соковыжималки. Этот контейнер для сбора очистков всяческих. Так, верхний мы закрепляем хорошенько, чтобы он в процессе работы не разлетелся. Вот так выглядит она в собранном виде. Всего у нее 2 скорости. Значит, первая поменьше, то есть она рекомендуется для таких очень мягких овощей, например, помидоров, огурцов. Значит, вторая это для яблок, моркови, в общем, такое, она побыстрее и, значит, подходит для более твердых фруктов. Также еще не сказала, что в комплект входит такая щеточка для чистки самого барабана, решетки, которая сетка называется, сетка. Я потом в конце покажу. Ну что, запускаем. Значит, сок мы будем делать из яблок, и тут у меня только 3 апельсина. В инструкции рекомендуется апельсины от кожуры очистить. Яблоки пишут, что можно целые использовать. Значит, всего здесь, я померила, 2650 грамм в этой миске. Посмотрим, сколько получится по итогу сока. Так, как видно, это у меня столько получилось сока из 3 апельсинов. Тут, не знаю, на видео было видно или нет, если эту крышечку сразу не закрывать, то разлетается, конечно, вокруг немного апельсин. Сейчас попробуем забросить целое яблоко и посмотрим, как она справится.
сделаю пока небольшой перерыв. Вот скажу, что еще соковыжималки вот по качеству отличаются тем, вот насколько сухой этот жмых. Мне сравнить особо не с чем, у меня только такая соковыжималка. Ну, возможно, при покупке, вы когда будете смотреть, то какие-то характеристики в этом плане написаны для сравнения. Вот, ну, потихоньку наполняется наш стаканчик. Давайте я буду делать дальше и уже по итогу покажу, сколько получилось сока. Итак, вот, значит, все яблоки мы выжали. Очень быстро это все произошло, буквально за пару минут, если бы не отвлекалась я на съемку видео. Значит, вот получился целый кувшин. Здесь я уже взвесила. Пена немного видна, она потом осядет. Но по весу здесь получилось у меня 1570. Сейчас мы запишем, чтобы это было наглядно. И плюс еще немножко здесь осталось. Сейчас взвесим. Так, обнулим весы. Ну, конечно, надо учитывать еще сочность самих фруктов. Потому что... Мама, это маиси. Нет, чем более сочный, тем больше получается. Так. Мама, это маиси. Ну, здесь еще вот 90 грамм получилось. Да, ну, да, ну, да, ну, да, ну. Здесь осталась чисто пена. Да? Яблочные соки быстро окисляются, яблочные, грушевые, поэтому надо либо сразу их пить, или можно немножечко добавить лимонной кислоты или сока лимона. Ну вот, получается, то есть из 2,5 килограмм, грубо говоря, получилось сока 1,5 килограмма, да, то есть потеря на этот жмых около килограмма. Теперь мне предстоит самая неприятная часть, это мытье всей этой конструкции. Видела я в интернете, что многие этот жмых еще каким-то образом используют, там, или пекут из него что-то, или скармливают его кроликам. Вот видите, косточки остаются здесь, шкурка тоже остается здесь. Значит, вот хочу сказать, для сравнения, я, к сожалению, не подготовила морковь, но от моркови, конечно, здесь больше забивается это сито. Труднее всего мыть вот именно это сито. Можно с помощью обычной щетки, либо в комплекте идет щеточка такая для чистки, обычная. Вот, то есть оно вынимается, и все вот это сито нужно вычистить. И также еще хочу сказать, что если большие объемы, то объемы перерабатываемого овощей, фруктов, то надо обязательно в промежутках также останавливаться, доставать это сито, промывать его. И